Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. И сегодня я вам покажу, где можно найти вещи из моего дома. Кто смотрит мои видео, знает, что я недавно переехала и теперь живу в доме вместе с Джонатаном. Ну и, конечно, после того, как мы переехали, в нашем доме появилось очень много новых вещей. И в комментариях меня постоянно начали спрашивать: Дора, где ты нашла то? Дора, где ты нашла это? Так что я решила объединить все эти комментарии и снять новое видео, где найти, чтобы показать вам, где я нашла вещи из своего дома. Но сначала хочу предупредить то, что очень много у меня из почты. Так что, если вы не забирали какие-то подарки, к сожалению, вы больше нигде их не сможете найти. Ну что ж, а если вам стало интересно, то заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем. Кстати, наверное, вы уже заметили то, что наш балкон теперь выглядит по-другому. Мы с Джонатаном решили его поменять совершенно и поставили теперь сюда вот такое дерево для Дейзи. Мне кажется, что это очень классно. Ну давайте я такой небольшой рум-тур сделаю по этому балкону. У нас тут стоит тумбочка. В первом отделе как и были, так и остались вещи для спорта. А во второй тумбочке мои сумки. Их все я нашла на почте. А теперь давайте покажу, где я нашла вещи сверху. Во-первых, это вот такая вот почта. Сейчас покажу, где она находится. Точнее, это ящик для почты, и он находится на втором этаже многоквартирного дома. Он будет висеть в подъезде возле правой двери, прямо вместе с моими письмами. Здесь вот находится письмо ленивцу и еще письмо из какого-то города. Теперь я покажу, где я нашла вот такую хлопушку. Для этого мы идем в киностудию на второй этаж. Листаем на площадку, и здесь будет сидеть девушка, у которой в руках как раз находится эта хлопушка. А сейчас я покажу, где нашла свой стаканчик для кисточек из-под макияжа. Он находится на бесплатной локации парикмахерская. Здесь будет стоять персонаж, а за ним стаканчик с розочкой. Розу мы убираем, и именно здесь я храню свои кисти для макияжа. Кстати, оцените мой новенький телефончик, он вот так вот складывается, мне это очень нравится, я недавно забрала его на почте, и если он еще не пропал, то вы тоже можете его скорее забрать. Вот такая теперь буду блатная ходить со складным телефоном. И, кстати, многие меня также спрашивали, где я нашла вот эту сумочку, она очень классная, но, к сожалению, я тоже нашла ее на почте, и если вы ее не забирали, то уже нигде не сможете найти. Теперь давайте я вам покажу, где найти у Джонатана вот такие маленькие фигурки, которые стоят у него на стеллаже. И для этого мы с вами идем в общежитие. Фигурки находятся у мальчиков в комнате. Не, ну нормально такая улеглась у мальчиков, храпит и мешает мне снимать видео. И вот здесь стоят эти маленькие фигурки, а также тут находится маленький кубик, который можно кидать. Ну и, кстати, также тут можно найти смешную кружку с инопланетянином. Кстати, я недавно поменяла некоторые предметы в ванной комнате и на вот такую вот ограду поставила корзинку, в которой находится плойка, утюжок, расческа и фен. И сейчас я вам покажу, где нашла вот эти два замечательных предмета. Ну, наконец-то! И они находятся на втором этаже локации киностудия. Кстати, да, в этом видео мы будем очень много раз заходить в одни и те же локации. Идем, и вот здесь, возле медведя, у нас на столе будут стоять два предмета. Это плойка и утюжок. Они нужны для того, чтобы выпрямлять или, наоборот, закручивать волосы. Я считаю, что у каждой девушки должны быть вот эти вот предметы. Но сейчас я наконец-то вам покажу, где же я все-таки нашла Дейзи. Хотя вообще-то я это уже показывала, но меня все равно очень многие спрашивают, так что ладно, покажу еще раз. Для того, чтобы найти Дейзи, нужно идти в многоквартирный дом на первый этаж. Листаем в квартиру, которая находится слева, и вуаля, вот здесь будет сидеть наша Дейзи. Такой пушистик сидит на пуфике. Ну, в общем, теперь вы наконец-то знаете, где Дейзи можно найти. А теперь покажу свои подушки. Вот эту вот длинную подушку, похожую на Дейзи, я нашла в Креаторе. И вот эту маленькую подушку, кстати, тоже. Они находятся в разделе игрушек. Вот первая подушка длинная и вот вторая. Они похожи на Дейзи. Кстати, вот тут еще есть большая подушка с котиком. А где я нашла подушку клубничку и подушку лимон, покажу прямо сейчас. Ну и все, вроде у меня больше в доме нет мягких игрушек. А, вот еще есть игрушка у Джонатана, и сейчас тоже покажу, где он ее нашел. Идем в пом-пом на первый этаж. И вот здесь возле окна будет находиться довольно много интересных подушек, но я решила взять именно вот эти две. Но может вам приглянется что-то другое. Вот эта подушка-банан, кстати, тоже очень классная. Ну а сзади подушек находятся не менее интересные растения. У меня дом и так уже этими растениями переполнен, но если у вас дома не так много растений, вы обязаны взять отсюда какой-нибудь цветочек. Ну а своего коричневого оленя Джонатан нашел возле этих игрушек. Меня очень многие спрашивают, где я нашла вот такие ключи Джонатана с брелком НЛО. Я их нашла на почте, их выдавали, когда выходила новая локация на Хэллоуин. Кстати, про вот этот брелок меня тоже очень многие спрашивают, и я тоже нашла его на почте. И вот это дерево я тоже нашла на почте. Как видите, у меня очень много предметов оттуда, потому что они реально очень классные.
Ну а сейчас хочу показать, где можно найти банковскую карточку Джонатана. Она такая милая, с черным котиком. Идем в молл на первый этаж. Ну и конечно, котики. Мяу-мяу, ми-ми-мяу. Ах, какие няшки. Так, идем в магазин цветов, и карточка будет находиться прямо возле продавца. Вот здесь она будет лежать, и вы можете забрать ее, она правда очень милая такая с котиком. Ну а теперь я вам хочу показать, где можно найти кружку Джонатана с чайным пакетиком и мою кружку с солнышком. Ну, кружку Джонатана найти очень легко, она находится в Креаторе. Вот прямо самая первая. А свою кружку я нашла в локации киностудия уже на 3-м этаже. И она будет стоять с правой стороны вот здесь на ящике. Мне кажется, что эта кружка солнышко просто отлично подходит к моему каналу. Внизу, кстати, тоже есть 2 кружки. Первая кружка с луной, такая фиолетовая, и вторая кружка простая, заляпанная. Ну и раз уж мы заговорили про кухню, давайте я вам покажу, где найти вот такие маленькие тарелочки. Я их просто обожаю и всегда использую для хлопьев. Их я нашла на кухне в общежитии. Идем на кухню, и тарелочки будут в самом первом ящике. Вот они здесь стоят вместе. Я вообще просто обожаю эти тарелочки и использую их всегда. А, кстати, во втором ящике можно найти доширак. Да, 2 упаковки лапши быстрого приготовления. Они у меня, кстати, тоже дома стоят на кухне. А вот еще на столе есть 1 тарелочка. Ну, то есть их 3 всего. Теперь хочу показать, где я нашла свою самую любимую свинку растения. А еще вот такую картину с листиком, которая висит в моем коридоре. Отправляемся в локацию Хус. Так, значит, свинку растения я нашла на 3-м этаже стеллажа. Вот она здесь стоит. А картину я нашла над кассой. Она тоже находится в самом верху. И тут есть еще вторая похожая картина. Она тоже очень классная. Ну, в общем, сами смотрите, какая больше вам подойдет. Но вообще тут есть очень много разных картин. Раньше у меня вот такая картина с ложкой висела на кухне. А еще в гостиной, если помните, была вот такая картина с курочкой. И вот еще интересные картины есть. В общем, можете просто прийти в этот магазин и найти все, что вам нужно. Ну и теперь давайте я снова покажу, где найти вот такой компьютер, хотя я тоже уже очень много раз показывала. А теперь попробуйте угадать, куда же мы снова пойдем, в общежитие или в киностудию. Ну, конечно же, в общежитие. Ноутбук будет находиться в комнате девочек. Вот он стоит на столе, и его преимущество в том, что у него есть наклейки. Вот так вот. Теперь показываю, где я на своей кухне нашла вот такой красивый поднос с приправами. Они находятся в локации «Зимний домик». Значит, поднос я нашла на столе. Тут будет стоять кружка, но мы ее убираем. А на кухонном окне я нашла вот такие вот приправы. В общем, берем поднос, и их сюда ставим. Я думаю, что это смотрится очень красиво, поэтому я решила разместить это на своей кухне. Кстати, здесь есть точно такие же маленькие тарелочки, как в общежитии, только они в другом дизайне. Кстати, насчет своей одежды. Многие меня тоже спрашивают, где я ее нахожу. Но на самом деле я всю свою одежду беру либо с Креатора, либо с почты, так что здесь никаких секретов. И с одеждой Джонатана точно такая же история. Либо с Креатора, либо с почты. И эти 2 халата, коричневый и розовый, и вот эти вот масочки ленивцев я тоже нашла на почте. Дора не сдержалась и стала ленивцем. Наверное, многие до сих пор задаются вопросом, откуда я беру вот такие красивые игрушки в упаковках. Одна у меня стоит в гостиной, и вот еще 2 игрушки есть у Джонатана. На самом деле, я их нахожу в Креаторе, они находятся в разделе с игрушками. То есть их можно хранить как в упаковке, так и без упаковки, и это очень классно. Но помимо Креатора, я также нахожу эти игрушки в других локациях. Например, в локации Пом-Пом на 1-м этаже. Листаем, и здесь есть целый стенд с вот такими вот игрушками. То есть в Креаторе есть 3 типа игрушек, и также в этом магазине. Так что в Токе можно собирать целую коллекцию с этими игрушками. Теперь покажу, где я нашла вот такую прикольную штучку. Даже не помню, как она называется, но, кстати, интересный факт, у меня такая даже есть в реальной жизни. И ее можно найти в локации «Университет». Она находится в кабинете у директора. Вот здесь, в самом верху. На нее можно нажать, и она включится. Но на самом деле не советую это делать, потому что звук немного раздражает, но для красоты можно поставить у себя дома. Кстати, кроме них здесь также стоят песочные часы. О, они тоже работают? Офигеть, я не знала. Ну, в общем, вот такие интересные вещи к вам в дом. Кстати, еще хочу показать, где я нашла вот такой маленький стаканчик для своих зубных щеток. Идем в бесплатную локацию «Супермаркет». И они будут стоять вместе с зубными щетками прямо на видном месте. Кстати, удивительно, что их нет в Креаторе и в каких-либо других локациях, потому что они, правда, очень удобные. Хотя я могу вам показать, где еще можно найти стаканчики. Идем в локацию «Зимний дом». И стаканчики здесь также можно найти в ванной. Будет стоять вот такой большой стаканчик и вот такой маленький. Но все-таки мне кажется, что стаканчик из бесплатной версии намного лучше.
Ну и последняя вещь, которую я вам сегодня хочу показать, где найти все вот эти мои приборы. И если вы внимательны, то заметили, что я беру их с собой в каждую квартиру и нигде не могу без них обойтись. Мне очень нравится, что они такие разноцветные, и это как-то добавляет уют в квартире. Для этого идем в локацию многоквартирный дом на 2-й этаж. Заходим в квартиру и сразу можем увидеть эти приборы. Они будут висеть прямо у входа на кухню у девочки. Они такие разноцветные и красивые, мне очень нравятся. Всегда беру с собой их в любую квартиру. О, кстати, здесь также есть лапша, и причем сразу 3. Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вам помогло, и вы узнали, где найти мои вещи из дома. Очень надеюсь, что это видео вам помогло, и вы теперь знаете, где находятся почти все мои вещи из дома. Ну, конечно, я показывала только самое интересное, и надеюсь, что вам это правда было интересно. Не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Я всех очень сильно люблю, и всем пока-пока!